Готов. Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине, в России и в мире с Геннадием Владимировичем Гудковым, экс-депутатом Государственной Думы, оппозиционером, ставшим оппозиционером до того, как это стало мейнстримом. Добрый день, Геннадий Владимирович. Задолго до того, да, добрый день. Я приветствую, Татьяна, вас, конечно, всех зрителей вашего канала. Подписывайтесь на соцсети Геннадия Владимировича, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Геннадий Владимирович, такой первый вопрос. Вот эти события в Дагестане. Кто все-таки эти люди? Потому что я в какой-то момент потерялась. То они родственники представителя Единой России, то они террористы, то они сражаются с местным произволом полиции. Кто все-таки они? И кто вообще, что это за организация? Кто это все организовывает? А у нас нет ответа на этот вопрос. И, видимо, уже не будет. Потому что, вот что сказал губернатор так называемый. Мы знаем, кто эти люди, но не скажем. Мы понимаем, почему они это совершили. Но типа, вот мы понимаем, а вы не обязательно, что должны понимать. И поэтому, на самом деле, это самый странный из всех терактов, которые на моей памяти. А я эти теракты помню еще, начиная с 1977 года, когда был первый теракт серьезный в Москве, так называемая группа Затикяна совершила его в метро подрывы. Вот это самый странный теракт, который вообще попадался на моей памяти вот за многие-многие годы. Потому что, смотрите, во-первых, непонятен объект террора. Я там опять субъект-объект. То есть, то ли это были правоохранительные органы, тогда это очень похоже на бунт против полицейского беспредела и произвола, который творится в России везде, повсеместно, и в Дагестане в том числе. Либо это все-таки посягательством были вот эти объекты культовые, я имею в виду и синагогу, и православную церковь. Там я почитал некоторые дагестанские СМИ, они говорят, что священник, да, он там честно и верно служил христианству много лет, но в том числе он служил в период, когда шли войны в Чечне. И он выступал там с проповедью перед российской той армией, которая воевала в Чечне, мы знаем, что он там творил в том числе. Поэтому сказать, было ли это действительно культовое учреждение объектом или нет, очень сложно. Может быть, это был попутный эффект. Я хотела отметить, что у нас, например, часто российские войска, когда заходили на территорию Украины, их местом основного, точкой, куда их принимали, это были православные церкви Московского патриархата. Да, да. Прям это была точка, куда они подходили, у них там была еда, их встречали и все такое. Ничего не утверждаю, я ничего не утверждаю, но такой вариант, что это могла быть какая-то запоздалая месть, тоже списывать нельзя как версию, да? А синагогу могли там по пути поджечь заодно. Вот. А не могло быть это, извините, каким-то как показательным, типа как взрывы домов, да, когда, Фельштинский, например, с Литвиненко уверены, что это организовывала ФСБ. Не могло бы это быть какой-то специальным казусом белли для репрессий против мигрантов, репрессий против мусульман? Не похоже по одной простой причине. Допустим, какие-то люди начали какие-то действия. Почему-то они эти действия начали в основном против силовиков. Силовики на Кавказе, они не мальчики для битья, они очень хорошо понимают степень всякие угрозы и так далее, они неплохо вооружены, они, к сожалению, они, к сожалению, вынуждены иметь боевой опыт, поскольку там все это нередко происходит. Это означает, что любая контртеррористическая операция проводится с целью избежать потерь среди силовиков. Их не бросают там как пехоту на штурм, на эти мясные штурмы. Подгоняет техник, подгоняет бронетранспортеры, подгоняет гранатометы, подгоняет, там крупнокалиберные пулеметы. И, в общем, там в живых, как говорится, по возможности не брать, потому что нет никакого смысла. То есть, если нет возможности брать живых, то просто на поражение уничтожают все подряд, что там шевелится. И шансов там выжить при таком огне очень немного. Мы с вами видели, по крайней мере, видели из тех там записей, которые появлялись в сетях, что бой с этими боевиками, так называемыми, названными боевиками,
шел практически весь день, ну, вторую половину дня, до самой глубокой ночи. Раздавались там, причем очень плотно, выстрелы автоматные и так далее и тому подобное, что-то там бухало, что-то ухало, то ли гранаты взрывались, то ли что-то еще. А теперь итог. 17 там, или 18 погибших милиционеров, полицейских, и 5 боевиков. Такого не бывает. Такого не бывает, если это просто речь идет о том, что там какой-то теракт, какие-то там люди, террористы проводят этот теракт, потом они там убегают от силовиков, где-то баррикадируются, где-то закрываются, и потом их уничтожают. Не бывает таких потерь. Значит, у меня такое впечатление складывается, что это специальные действия, направленные против силовиков на их физическое уничтожение. Вот по-другому я не могу объяснить, как говорится, 5 этих погибло, 17 полицейских. Но не бывает такого. Если это не специальные действия по отстрелу силовиков. Если это не специально подготовленные действия, там, в силу там, неожиданности, в силу каких-то там подготовленности, в силу там, каких-то факторов времени, получается, что там в 3 раза больше числа жертв, даже почти чуть ли там 3,5 раза больше число жертв среди силовиков, и почти нет жертв гражданских. Но за исключением этого священника, по одним данным ему перерезали горло, а я читал статью в дагестанской прессе, где там жена дает интервью, сказала, что просто пришли, застрелили и ушли. То там никакого отрезания, так сказать, там, использования ножа не было. Вот, поэтому мы с вами не узнаем правды. Это уже совершенно очевидно. То, что сама система гнилая, то, что она не способна к серьезному, так сказать, там, разоблачать, там, пресекать деятельность серьезного вооруженного врага, это мы уже с вами знаем. Они гораздо охотнее. Да у них и нет такой системы защитить народ от преступлений, от террористов, от насильников, грабителей, убийц. У них задача одна. Выявить всех недовольных и не дать этим недовольным свергнуть власть. Вот эту вот кровавую власть, которая устроила все то, что сейчас творится с Россией. Эту систему, эту задачу они более-менее выполняют. Все остальное по мере возможностей. Могут защитить, могут. Не могут, но и не защищают. Зачем народ защищать? И пусть он находится в состоянии испуга и блокируется вокруг власти. Там тоже это, в общем-то, такая методика существует. На испуге, так сказать, можно еще какое-то время формировать некую консолидацию вокруг власти. Поэтому очень странный теракт. Это все, что я могу сказать. И можно ли назвать его терактом в полной мере, я бы вот не поручился. Потому что у меня складывается впечатление, что что-то там, какие-то другие пружинные механизмы и причины привели вот к этой бойне в Дагестане. Ну да, и вы помните, да, а что то, что ИГИЛ взял на было... себя ответственность. Но, знаете, у нас есть, так сказать, А ИГИЛ на все люди, берет да, на себя ответственность. Да. Карфаген я разрушил, да. Битву, так сказать, там и Трою тоже я хотел разрушить, но просто раньше меня успели туда троянского коня увезти. Вот. Но есть такие у нас организации, люди, которые берут ответственность за себя, на себя за все, что они не совершали. Угу. Ну и точно так же, мне кажется, странная эта история в СИЗО, да, которая произошла, где эти люди имели флаги с собой. Помните, там, да, может СИЗО... быть, и могла быть провокация спецслужб. Там же, что такое ФСИН? Это же зона работы оперативных различных подразделений. Там опера могли, конечно, скомбинировать все, чтобы там подать в каком-то этом виде, ужесточить режим, объяснить, что все эти бунты заключенных, они там инспирируются какими-то врагами извне. Тут еще что-то могло быть, вот, но вот в Дагестане это очень не похоже, потому что эффект такой потрясающий, когда там они уничтожили почти 20, ну, полроты, уничтожили людей вооруженных, опытных, матерых и в погонах. Ну, обратите внимание, вот эту пятерку, там, если они там 5 человек уничтожали, умертвляли, расстреливали и прочее, на это им потребовался целый день. А тут 17 человек ухлопали. Или 18, или 20, уже не знаю там сколько. Но то, что больше 15, это точно. Да, то есть они ухлопали их сразу. А 5 человек с ними сражались целые, так сказать, там сколько, 6-8 часов. Как это такое может быть? Вот не понимаю. Да я точно знаю, что при антитеррористических операциях в атаку в штыковую не ходят. Не бывает такого. И нет смысла в этом. И тут, как говорится, наверное, и правильно, что
что если люди взяли в руки оружие и там совершают теракты, то, конечно, хорошо бы их взять живыми и поговорить, и чтобы они все дали показания. Но если это сопряжено с огромным риском для жизни других, то поступает так, как поступает. Вот поэтому непонятно все. Я думаю, что оперативная информация, конечно, есть. Но она не будет оглашена. Да, и там они пытались привязать, конечно, да, и к западным странам, потому Да, что они у думают, него что была инопланетяне американская винтовка, типа якобы, что Да. раз американская винтовка, то точно, ну, я не знаю, у нас тут многие себе с начала войны покупали американские винтовки, просто потому что они очень точно стреляют. Я могу Поэтому сказать, тут нет что лучше бы они свалили все на инопланетян, тогда все встало бы на свои места, все было бы понятно. Так, еще такой вопрос. Первый месяц новой команде в Министерстве обороны Российской Федерации. Как вы видите их результаты? Как вы оцениваете их деятельность? Ну, может быть, я не так хорошо сейчас чувствую то, что происходит в России, да, но я пока внешне каких-то особых изменений не вижу. Идет по-прежнему наступление, идет в этом классическом стиле мясных штурмов. Да, там, понятно, поставляется на фронт несметное количество боеприпасов, может быть, не самых лучших, не самых точных, не самых современных, но этого, как бы, знаете, как это в анекдоте, говорят, две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начинать? Ну, говорят, с плохой. Но у нас, говорит, осталось одно дерьмо, а хорошее. А у нас этого дерьма очень много. Вот поэтому, ну вот примерно так. Пусть это дерьмо, но его очень много. И я вот не вижу там каких-то качественных сдвигов, изменений, ни в тактике, ни в стратегии. И каких-то уж там, да, идет наступление, понятно, большое число жертв. Там СМИ говорят о том, что в день больше 1000 уже выходит из строя российских оккупационных войск. Это серьезная цифра, это ну, практически полк по современным меркам. Вот. Мы не видим каких-то серьезных результатов, но все-таки наступление идет, какие-то отдельные пункты населенные захватывают сейчас российскими войсками. И не вижу никаких принципиальных изменений. Я не знаю, может быть, вы мне скажете, что я что-то не вижу. На поле боя там действительно такое тяни толкай такое, да, потому что в 2 местах освободили украинские войска, Серебрянский лес и под Тернами. Причем большие такие квадраты, где-то по 17,5 километров. Вот мы в понедельник делали эфир с военным экспертом и конкретно прошлись по каждой точке, буквально по каждому населенному пункту, который идет по линии фронта. В принципе, попытки наступления, вообще вот, собственно, Харьковское наступление, это для чего готовилось? Оно готовилось для того, чтобы выйти на Купянск, да, ну и сделать вот это знаменитые клещи, по которым воюет российская армия уже много тысяч лет, сотен лет, извините, сотен лет. Ну, десятки, вот, наверное. Хотя нет, да. Да, ну, в общем, они теперь вообще прекратили наступление на этих направлениях, там вообще нет атак. Атаки сконцентрированы на Донбассе сугубо. Там действительно, вот где Очеретино, там есть попытки все-таки выйти и перерезать эту трассу Покровск, ужасную, кстати, трассу, я по ней ездила, ужасная трасса, очень, ну, такая уже давно танками переезженная. Покровск-Константиновка, и в принципе все. Ну, там Карловка, вот в этом направлении единственное, где есть продвижение, больше нигде ничего нет. Вот. Но я думала, там, ну, может, вы знаете что-то о том, что делают они внутри Минобороны, может быть, племянница Путина или сын Фролова себя как-то проявили. Если мы говорим об этом, то они пытаются установить лимиты на воровство. Отсюда и племянница появился, отсюда еще и появился Белоусов. Они пытаются как бы установить предельные рамки коррупции. Потому что стали разворовывать слишком много, и Путин это стало тревожить, и не только Путина. Вот, что они еще делают? Они сейчас... Извините, а я хотела уточнить, а именно с этим связано вот эти время от времени заявления генералов, которые в парламенте российском, господи, я уже в Думе, наверное, да? Шамалов или как-то его фамилия, Шамалов, который заявил о том, что у нас армия голая, босая, что они как партизанский отряд одеты, что люди... Это вы, как вы думаете, а с чем связаны эти заявления? Раньше же за такое сажали. Вот Стрелкова практически за такие же заявления посадили. Ну да, и посадили еще и Попова за такие же заявления примерно. Вот, когда он там говорил о проигрыше контрартиллерийской, контрбатарейной борьбы и так далее. Вот, но вот сейчас вот, видимо, это все-таки становится таким трендом.
Но что можно тут сказать? Вот действительно они пытаются установить пределы коррупционных вот этих, пределы коррупции какие-то, подчеркиваю, не изжить ее, потому что это неотъемлемая черта режима и главная его скрепа, а ну, упорядочить воровство, я так сказал. Это первое, что они хотят. Второе, что они хотят. Они хотят сейчас, они резко увеличили денежное содержание по контрактам. То есть они пытаются сохранить вот этот вот поток пушечного мяса за счет роста. Я только что прочитал недавно статью, там опять какую-то британскую, то ли Таймс, то ли еще. И там написано, что фактически чуть ли не в 3 раза увеличилось денежное содержание, вот эти подъемные, по сравнению с тем, что было в начале. То есть, если там раньше было какой-то там 200-300 тысяч, то сейчас в общей сложности там 1 300 000 уже дают за первый месяц подписания контракта вместе с подъемными и зарплатой. То есть, произошло резкое увеличение выплат за вот подписание контракта и отправление на фронт. То есть, Путин пока пытается вместе со своим генеральным штабом сохранять вот эту добровольность, условную добровольность значит, в оккупационной армии, вступление в оккупационную армию. Это не всегда получается, и поэтому там эксперты утверждают, что 24 год, конец 24 год, скорее всего, может быть новая волна уже более принудительной мобилизации. Но третье, что они пытаются сейчас, они пытаются отстроить офицерский корпус. У них с этим пока беда, у них нет кадров, у них нет людей, способных быстро обучаться. То есть все-таки вот то, что идет на фронт, это совсем не то, что требуется в нормально работающей армии. То есть это вот такой все-таки очень низкий уровень обучаемости, низкий уровень образования, низкий уровень интеллектуальный. Ну, вы это видите по характеру действий, по всем этим моральным качествам российской оккупационной армии. Поэтому вот этот вот там наполовину сброд, который туда идет, он еще как пушечное мясо годится. А вот с точки зрения организации военного дела, там у них швах. Поэтому сейчас они пытаются любым способом заманить в армию офицеров из резерва. Либо уволившихся с военной службы раньше, либо прошедших соответствующую подготовку в качестве офицеров, либо хотя бы способные стать офицерами после короткого, так сказать, периода переподготовки и обучения. Пока у них это не очень получается. Отсюда еще идут большие потери не только от успешного действия вооруженных сил Украины, но и от плохой организации самой армии с точки зрения руководящего состава, командного состава. Вот эти вот 3 вещи, которые они пытаются сейчас там решить, но пока вот с переменным успехом, мягко выражаясь. Я бы хотела все-таки с вами обсудить мирный план советников Трампа, который вот появился недавно, по которому они там предлагают то оружие Украине давать, если Россия не согласится на переговоры, то наоборот Украине не давать, если Украина не согласится на переговоры. Что вы об этом думаете, как вы это оцениваете? Ну и уже скажите о последних дебатах, о которых вы, я думаю, как минимум отрывки видели и слышали, да, где говорят по визуальной картинке Трамп, порвал Байдена, так сказать. Ну, да, 67-33, по крайней мере, по соцопросам 67% присудили победу Трампу, 33% все-таки поддержали Байдена. Хотя, конечно, все политологи, все эксперты в один голос говорят о том, что не тянет дебаты Байден, и это может отразиться гарантированным поражением демократов на ближайших выборах. Но у меня что вопрос? У меня вопрос, допустим, к мирному плану Трампа, да? Мне кажется, он очень поверхностный. Вот это мое впечатление первое. Я, может, там глубоко не знаком в деталях и нюансах с этим планом, но вот такое впечатление очень поверхностное, неглубокий план. Почему? Потому что переговоры начинаются тогда, когда есть предмет переговоров. Что является предметом переговоров по мнению советников Трампа? Мы не знаем. Каковы могут быть контуры мира? Мы не знаем. Каковы должны быть компромиссы, например, там, или уступки со стороны России. Там, я сейчас вот прагматично беру. Я вообще считаю, что начало переговоров с Путиным — это трагедия мировая. Но это другой вопрос, потому что Путин — это новый Гитлер, и мы знаем, чем закончились мирные переговоры с Гитлером. Вот поэтому здесь можно смело проводить аналогию с Второй мировой войной,
И любые мирные переговоры могут напоминать Мюнхенский так называемый сговор, Мюнхенское соглашение, которое открыло дорогу как раз для эскалации и значит, начала Второй мировой войны. Это мое мнение. Но если вот мы берем план в чистом виде, ну непонятно, о чем они должны договориться. Украина говорит, мы хотим вернуться к границам 91 года, мы хотим вернуться к международно признанным границам, в которых, так сказать, были гарантии, нам даны были даны гарантии великих держав, включая Россию, Соединенные Штаты Америки, Францию, сейчас я, по-моему, Италию, не помню кого еще. Вот. И где же эти гарантии? А какие могут быть гарантии сейчас, когда Путин у нас оттяпал 20% территорий, еще требует от нас вывести войска со своих же еще территорий дополнительно и отдать ему. И это является предметом переговора. Или граница 91 года является предметом переговора. Что делать с Крымом? В каком статусе должен быть Крым? Поэтому вот сказать, что я усажу за стол переговоров у Путина и Зеленского, если Зеленский откажется, мы ему перестанем помогать, а если Путин откажется, от чего он откажется? От своего плана, который он в виде ультиматума изложил, то мы тогда будем помогать Украине. Мне кажется, что сначала надо помочь Украине, это мое мнение, одержать существенные успехи. А для этого нужно дать авиацию, для этого нужно дать достаточное количество ракет, разрушающих инфраструктуру, откуда взлетают самолеты и ракеты, убивать украинцев. Нужно решить вопросы по полному обеспечению Украины боеприпасами и так далее и тому подобное. И тогда поговорить с Путиным. Может быть. Для нас, для российской оппозиции, переговор с Путиным это, в общем, крах надежд. Это означает узаконение этого режима, это означает его сохранение на достаточно длительный период в будущем. Это будет означать постоянную угрозу эскалации настоящей большой мировой войны, которая может случиться в любой момент, и, предположим, она может начаться не обязательно даже в Европе, и не обязательно даже со штурмом какого-нибудь там Сувалковского коридора, она может начаться на южнокорейском направлении, где там каждый день на границе идут вооруженные столкновения между провокаторами Северной Кореи и значит, войсками, пограничными структурами Южной Кореи. А там, которые запускают шары, я напоминаю, какие-то непонятные ракеты. Да, там все подряд. В прошлом году. Ну и знаете, я еще что заметила вот в этих предложениях этих советников, но ведь мы даже не получили еще F-16, мы даже не получили авиасоставляющую, которая является... И мы даже не начали их использовать. И я так понимаю, что мы их в течение там, этого лета все, там, не знаю, 50 или 100 самолетов мы не получим. Это получение растянется. А зачем нужно договариваться, если мы еще не получили то, что гарантированно должны получить? А во-вторых, я вам скажу, что ситуация она еще хуже выглядит, к сожалению. И я обязан говорить вашим зрителям правду, потому что мы так с вами договаривались. Значит, когда мы берем цифры затрат военных, оказывается, что они в России, во-первых, даже объективно выше. Объективно, по показателям выше, чем у Украины. Но, по паритету покупательной способности, они не просто выше, они кратно, многократно выше, чем затраты Украины и самого Запада на войну. С такими затратами можно только защищаться. Нельзя атаковать, нельзя добиваться победы, нельзя получить преимущество над противником. Вот это наглядно показывают на цифрах наши эксперты, это озвучивают и, там, допустим, Михаил Ходорковский, очень подробно и очень грамотно. Вот прекрасно выступил с этими же посылами о том, что с той помощью, объемом помощи, которую вы оказываете, ребята, сейчас в Украине, вы можете только ее помогать ей защищаться, но ни в коем случае не побеждать. Выступил Михаил Касьянов, и его доклад произвел, я бы сказал, очень сильное впечатление, шокирующее впечатление на многих депутатов, которые... Я видел примерно такую же реакцию депутатов на доклад экспертов наших Дмитрия Некрасова, например, на парламентской ассамблее НАТО в Софии. То есть непонимание необходимого объема помощи, оно присутствует даже на таком серьезном политическом уровне. Ну, не буду скрывать, я не могу сейчас назвать фамилии, но мы встречались на очень высоком уровне с европейскими должностными лицами исполнительной власти. А они, для них, по-моему, такие просто были откровения. Когда мы им сказали, там, Ходорковский сказал, ребята, говорит, давайте сейчас сравним. Вот смотрите, снаряд 152 мм и 155, ну не сильно отличается, да, по заготовлению. Снаряд Путина обходится в $500, а ваш снаряд обходится НАТО в 5000 евро. И как вы хотите, если Путин тратит на войну, вот
вот Касьянов озвучил последнюю цифру, там больше 150 миллиардов евро. Я беру евро. А Европа, Соединенные Штаты Америки, сама Украина может мобилизовать, ну, максимум 100, там, 110 миллиардов евро, это при хорошем раскладе. А как вы хотите, чтобы Украина победила? Если Путин покупает снаряд дешевле в 10 раз, чем вы производите его. Ну как, вот расскажите. И, в общем, конечно, надо сейчас пускать западных лидеров на грешную землю, чтобы они мыслили категориями правильными, а не придуманными и не какими-то там пропагандистскими штампами. Вот, поэтому такая вот сейчас критическая ситуация. Запад до сих пор не знает, что делать с Россией. Это ключевая проблема и ключевая ошибка. Потому что они колеблются, они шарахаются из одной крайности в крайность. Либо Путину все, кирдык, либо мы будем завтра с ним разговаривать по всем телефонам, по всем каналам. Ну и, честно говоря, мне немного, так сказать, насторожило, я бы так сказал, мягко, насторожило заявление Владимира Зеленского о том, что Украина вроде готова как рассматривать возможность переговоров с Путиным через систему международных посредников. Я понимаю, что как только эти переговоры начинаются, фактически мы признаем все вместе Путина легитимным руководителем государства российского. Не-не-не, знаете, там есть нюанс. Вы знаете, что это за метод? Это такой же метод, это такой же метод, как был с зерновым коридором. Помните, когда отдельно было соглашение Украина-Турция-ООН и отдельно соглашение Россия-Турция-ООН? И в какой-то момент, когда Россия решила не выполнять прописанные условия, ее просто выкинули из зернового коридора. Поставили, не помню, что там поставили, чтобы защитить порт. Пошли конвои, по-моему, дополнительные просто кораблям, откинули российский флот, и зерновой коридор работает, и Россия никого не волнует. Да, но с другой стороны, давайте так. Будапештский меморандум предусматривал примерно то же самое. Были даны в обмен на отказ от ядерного арсенала и Украине гарантии территориальной целостности, неприкосновенности, суверенитета. Под этим стоят подписи Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, по-моему, Польши и какого-то еще государства. России, да. Россия. Да. Этим Будапештским меморандумом с гарантией безопасности Путин подтерся в одном месте. Прямо вот этим Будапештским меморандумом. Да, причем, что самое интересное, еще в 2014 году. Когда пытались созвать консультации, и они просто отказались. Лавров отказался в них участвовать. Вопрос. И что? Путин откуда-то выкинули? Вам дали F-16, чтобы его, так сказать, там показали, где раки зимуют? Нет. А что вот сейчас произойдет, если будут международные посредники заключать такой договор, при котором Путин что должен? Вывести войска с территории Украины? Он же сказал, что дайте нам еще все территории полностью 4 областей. Тогда я вообще, может быть, признать Крым, заявить о том, что вы не готовы нейтральный статус, что не внеблоковый статус. Вот. И тогда мы, может быть, пойдем на мир. Это же заявление Путина было накануне вот этого форума мира сделано. Причем все его восприняли как ультиматум. И после этого Трамп, советники Трампа говорят, мы их посадим за стол переговоров. Условно, через международных посредников. Я не понимаю предмет переговоров, до сих пор не понимаю. Если Путин готов вывести войска, если он готов признать необходимость решения статуса Крыма, хотя бы там на какое-то время отложить это до успокоения ситуации, тут все можно. Додавливать политические методы. Может быть. Да, для российской оппозиции это полный крах, потому что Путин, так сказать, пока не помрет, он будет у власти. Он может жить долго при современной медицине. Поэтому, ладно, сейчас мы не про российскую оппозицию, не про Россию. Хотя Россия, не демократизированная, без смены власти, без краха путинского режима, будет представлять смертельную угрозу всегда, каждый момент, каждый час при нахождении Путина в Кремле. Это тоже, я думаю, что все понимают прекрасно. Раз уж он подтерся меморандумом Будапештским, раз он там выходил из зерновой сделки, только что подписанной, когда еще чернила на ней не просохли, это мы понимаем, что человек вообще никаким образом не может держать никакое слово ни в рамках внутреннего своего законодательства, ни в рамках... Он же заявлял много раз внутри, что мы там признаем все. Но оказывается, что не признавал. Ни внутреннее, так сказать, право для него не является инструментом и сдерживающим фактором, ни международное. И чего? Вот и что, и сейчас вот он подпишет чего-то. Потом скажет, знаете, я передумал. Вот там притесняет русскоязычное население, нарушаются там все Минские соглашения, или какие там они будут, одесские, неважно, там, венские. И мы снова решили, так сказать, там, наказать нацистов и бандеровцев за то, что они там творят. Вот и так оно и будет.
Мира достичь прочного невозможно. Я вообще не понимаю, с Путиным нужно разговаривать языком силы, он другого вообще не понимает языка. А языка силы мы не видим. Мы даже не видим готовности к этому языку, решимости к этому языку. Потому что при всем том, что Макрон готов послать войска, и там они действительно готовились, эти войска, войти в Украину, это я уж точно знаю, французский генерал, он никого, не посылает, он посылает своего посла на инаугурацию, а потом вдруг заявляет, что готов по телефону поговорить с Путиным, если это будет польза для мира. Ну и чего тогда? И о чем мы тогда вообще говорим? Тогда все русские элиты, которые готовы были там чего-то делать еще год назад, они говорят, а нахрена нам куда-то влезать? Нас сейчас убьют, так сказать, лишат капиталов и прочее, прочее, прочее. А Запад будет с Путиным завтра договариваться. И мы все в идиотах окажемся, даже не в дураках, а в клинических идиотах. Потому что мы сделали ставку на Запад, а Запад сделал ставку на Путина. И все. Ну, мы не знаем на самом деле реальные планы Запада, мы видим только какие-то декларативные в данный момент Да истории. я вам больше Вот скажу, расскажите... что реальные планы Запада не существуют. Их просто нет. Просто нет. Просто существует какофония различных взглядов и представлений, что нужно делать с Россией, с путинским режимом, и нужно ли делать что-нибудь вообще. И поэтому в отсутствии при этой полной неопределенности ждать там революции, восстания, дворцового переворота в России просто совершенно бессмысленно. Да, к сожалению, к сожалению. Вы расскажите, если можно, что происходит там у вас во Франции? Потому что вот эта победа партии Ле Пен на выборах, она немножко так озадачила. Я, конечно, слушала Жирнова на эту тему, и он говорит, что все равно большинство кресел в Сенате, да, или в Национальной Ассамблее, все равно будут занимать не ляпеновцы, но все равно такой процент. Почему? С чем это связано и чем это нам грозит? И нам, и вам, так сказать, уехавшим россиянам, вынужденным иммигрантам, и нам, людям, сидящим под обстрелами без электричества и так далее. Да и уж добавьте сюда огромное количество мигрантов с Украины, которые тоже живут в Европе, у них тоже такие же проблемы случается. Что тут грозит? Это отражает недовольство целым избирателя слишком толерантным, слишком либеральным, слишком социальным, избыточно социальным курсом, который привел... Ну, вот, понимаете, люди не могут связать причинно-следственные связи в своей голове. Понятно, что мигранты бегут... Опять-таки тяжелый вопрос. Мигранты бегут из этих освободившихся от колониального гнета стран, потому что местные элиты оказались более людоедскими, более жестокими, более вороватыми, более наглыми, чем любой колонизатор, который был до того как. И вместо того, чтобы поправлять систему политической власти, эти страны европейские из толерантных, из гуманитарных соображений начали политику адаптации вот этого гигантского миграционного потока, которого не было никогда в истории человечества. И они не справились с этой задачей. Да, часть, то есть для того, чтобы, понимаете, вопрос культуры ключевой, я имею в виду культуру внутренней. И вот переварить такое количество мигрантов, привить им основу культуры европейской, культуру стран, невозможно, оказалось невозможно. Вся вот эта политика мультикультурности, мультикультуризма, она оказалась неэффективной. Возникли огромные классы людей, которые враждебны этим странам, которые исповедуют другую культуру, которые ненавидят эти страны, которые не хотят адаптироваться под эту культуру, которые привыкли жить на халяву, уж извините за непарламентское выражение. И вот это отражает сейчас настроение в Европе. Европа просто задыхается от потока мигрантов. Тут мы с вами, к сожалению, и украинцы, и русские, только добавляем масло в огонь. Вот, поэтому вот такая она ситуация, она объективная ситуация. Она объективная ситуация, потому что, к сожалению, демократии не работали над тем, чтобы, как говорится, не рыбу дать, а дать удочку и научить ловить эту рыбу. То есть построить нормальную систему политической власти в тех странах, чтобы там нормальные люди жили, чтобы десятки миллионов не мечтали оттуда сбежать. От нищеты, унижения, бесправия, голодухи, ужасных социальных и прочих условий. Вот какая проблема. И тут что можно сказать во Франции? Я разговаривал с многими там французами, ну, в той или иной степени интегрированы в политику. Они примерно пополам разбились. Они говорят, правильный план Макрона. И даже если он сейчас проиграет выборы, скорее всего он проиграет эти выборы,
то типа новое правительство, которое сформирует правые, Ле Пен там и так далее, оно покажет свою недееспособность, неэффективность. И тогда, когда вот будет новый выбор президента, метнется, так сказать, маятник пойдет в другую сторону, и все поддержат центристов, вот нового президента типа Макрона, которому, так сказать, который будет избран народом вместо нынешнего президента. Другие говорят, нет, это правильное, да, это неправильное действие, это все равно, что сейчас сформирует правое правительство. Макрон показывает, что он слаб, что он опирается на партию, не имеющую даже не только большинства, а даже не на втором месте. И вот эти мнения про Францию разделились. То есть тут был какой? Макрон рассчитывал действительно на две вещи. Там была комиссия, группа, которая работала очень конфиденциально, возглавленный министр иностранных дел. Об этом даже не знал нынешний премьер-министр Аталь. О том, что работа. Они изучали там провалительскую социологию, когда изучали, что делать. И они, в общем, пришли к выводу о том, что можно на испуге народа французского все-таки сконцентрировать, как бы так сказать, центристские силы и не допустить прихода к власти правых сил. Но, как мы видим, у них пока это не получается. Пока не получается. Испуга нет. И мы видим, что пока еще не до конца приведены итоги выборов, правые набирают 30 с лишним процентов, первое место. Ну, там идут на втором месте, конечно, вот новый левый фронт, да, вот этот вот. И достаточно там вменяемые люди. Вот, допустим, если берем социалистов, партии социалистов, у нас, когда планировал встречи с руководством этой партии, ну, просто сейчас вот эти выборы, они приостановили этот процесс, мы перенесли на июль или, может, даже на сентябрь. Вот тут очень много будет зависеть от этого левого фронта нового. Они занимают антипутинскую позицию, французские социалисты, достаточно жесткую, четкую и последовательную. Тут вот никаких вопросов в отношении поддержки Украины и противодействия Путину, тут никаких не возникает вопросов. С социалистами все нормально, слава богу. С партией Макрона тоже все нормально. Обращает внимание на себя тот факт, что Ле Пен относительно недавно очень жестко прошлась по Путину, по войне и так далее и тому подобное. По всей вероятности, публично, и вряд ли они вряд ли поменяют в этом смысле политику Франции, даже если они там сформируют правительство. То есть здесь все в волнах. И вот приход правых сил означает не отсутствие там, или не сокращение поддержки Украины, там, не антиукраинскую тенденцию, а все-таки вот антимигрантскую. Вот эту политику, когда работающие французы содержат огромное число людей, которые живут там в пособиях, в социальном жилье и прочее, прочее, прочее. Кстати говоря, россияне, украинцы в этом смысле готовы и ищут работу, работают, встраиваются и даже достигают больших результатов, серьезных результатов. Это не типичная миграция российская, украинская. Это все-таки какая-то она более своя. Вот, ну уж извините, так говорю. Потому что, конечно, больше проблем с той миграцией, которая не европейская. И вот тут, конечно, серьезные проблемы, которые отражаются в настроении, не только, кстати говоря, французов, такие же настроения в Германии, такие же настроения в Бельгии, такие же настроения в Нидерландах, такие же настроения в ряде других стран, в которых огромное количество мигрантов продолжают пребывать. И вот они создают ту проблему, которую пока Запад переварить не в состоянии. Не в Вена, состоянии. Австрия. Wall Street Journal пишет, что Вена стала шпионским центром России в Европе. Через Вену шло финансирование убийства вертолетчика Кузьминова в Испании, например, слежка за Христо Грозиевым и так далее. Почему Австрия ничего не делает? Ну, я думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос. Когда Путин танцует канцлера Австрии, я уж извиняюсь, кто девушку ужинает, тот и танцует, да? Вот. Поэтому, что там говорить, проникновение России в Австрию, в том числе коммерческое, оно огромное. И прокуп по политикам, и прокуп должностных лиц. И экспорт коррупции же никто не отменял, он уже не остановился. С войной экспорт коррупции только увеличился. Он носит более циничные просто сейчас формы. Более тайные, более скрытые. А что, в Болгарии это не происходит? Происходит. В Австрии это не происходит? Происходит. В Германии этого нет, да тоже есть. Там же вот совсем недавно вспыхнул шпионский скандал, когда там ряд должностных лиц, и в том числе чуть ли там не в парламенте, оказались агентами Путина, агентами Кремля, получавшими деньги, и журналисты и так далее и тому подобное. То есть экспорт коррупции никто не отменял. И обратите внимание, что среди всех стран, которые там высылали дипломатов, сокращали всякие эти гнезда
путинизма там, в виде русских домов и прочих, Австрия этого не делала. Поэтому сейчас там сказали, что вместо 300 сотрудников, 300, в Австрии 9 миллионов человек, так на всякий случай живет, 10. 10 миллионов человек в Австрии. Маленькая страна, европейская, небольшая европейская страна. Там уже 300 с лишним было, а сейчас до 500 довели сотрудников российских представительств в Австрии. Что они там делают, 500 человек? Какое же такое большое значение имеет Австрия для России, политическое, торговое, военное и так далее. И вот когда начинаешь задавать эти вопросы, то понимаешь, почему там вот эта тишь да гладь, да Божья благодать с точки зрения этого российского политического, шпионского и прочего присутствия. Австрия чувствует себя комфортно. И потом я сейчас недавно, я даже в Твиттере дал замечание, что там до всего вот этого вот огласки, я помню заявление, какое-то австрийское заявление руководства, оно мне очень не понравилось, я написал, что у меня такое впечатление, что Австрия занимает крайне соглашательскую позицию с путинским режимом. И не является ли Австрия еще одним слабым звеном в ЕС, таким как Орбан, который просто откровенно и нагло, абсолютно нагло является вот открытым агентом Путина, бросая вызов всей Европе. То есть, просто это уже ни в какие ворота не идет. Я вообще, честно говоря, даже удивлен, что он подписал эту декларацию форума мира, которая в Швейцарии была. Просто для меня удивительно. Не знаю. Видимо, он где-то маневрировал в чем-то. Наверное, протесты повлияли в Будапеште, который там огромный митинг вышли против Орбана люди. Вот. Поэтому ситуация она такая пограничная. Австрия ведет свою какую-то свою игру такую. Она, может быть, не и вступает в прямое противоречие с ЕС, там, и с ее принципами, нормами. Но все-таки какие-то заигрывания, какие-то пасы в адрес путинского режима она посылает. Следующий вопрос, конечно, это вопрос Венгрии. Теперь Венгрия начинает полугодовое председательство в Совете ЕС. Как Орбан будет саботировать помощь Украине? Но у него теперь появилась больше возможности саботировать помощь Украине, поскольку от председательства вообще зависит порядок и скорость рассмотрения важных вопросов. То есть председательство в чем он имеет преимущество? Он может поставить вопрос на обсуждение, может его снять, может его отложить, может, так сказать, чинить препятствия процедурные, формальные и так далее. Вообще Орбан агент Путина, надо это признать. Чем бы он там ни руководствовался, какими бы там маневрами, каким бы он ни руководствовался там якобы национальными интересами Венгрии, на самом деле он Венгрию сейчас позорит по всему миру. Потому что такого безобразного поведения нет больше ни у кого, кроме как Орбана. Даже словацкий Фицо, он, по крайней мере, следует всем заветам и всем решениям Европейского Союза, и там не вызывает никаких больших серьезных опасений, скажем так. А вот Орбан это просто вот белая ворона в нормальной стае Европейского Союза. И я бы на месте Европейского Союза сейчас приостановил бы, не знаю, там, возможно ли это юридически, приостановил бы какое-то участие во многих европейских программах в Венгрии до тех пор, пока в Венгрии не изберут ту власть, которая соответствует европейским стандартам, нормам и ценностям. Поэтому мы ничего хорошего не ждем эти полугода. Будут дополнительные препятствия, будут дополнительно вставляться палки в колеса, чтобы, как говорится, поезд не шел, или там машина не двигалась, европейская. Я думаю, что это совпадет объективно с периодом ожидания режимом стендбай, в котором находится сейчас Европа в ожидании событий в США. Вот этих выборов, Байден или Трамп, или будет ли Байден заменен, или там снимет свою кандидатуру в пользу какого-то более молодого, более энергичного, более, так сказать, там, способного победить демократического кандидата. Это в ближайшее время решается вопрос. 7 августа, по-моему, там съезд демократической партии, который уже окончательно поставит все точки над «и» в своей политической борьбе на осень этого года. Но вот я думаю, что это все объективно совпадет в Европе, и председательство Орбана, и ожидание Европой политических итогов выборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Так что вот, к сожалению, нужно будет активизироваться на других каких-то участках, чтобы нивелировать вот эти проблемы, созданные председательством Орбана в ЕС. Например, я не знаю, расскажите, может быть, что... на контактах с Китаем, я имею в виду про украинскую дипломатию или там европейскую дипломатию, Китай сейчас обеспокоен
союзом Кима и Пу, Ына и Пу, да, он очень обеспокоен. А почему вы думаете, что он обеспокоен? Почему вы думаете, что это не с благословения Китая происходит? Это вопреки Китаю происходит. Китай не хотел бы никаким образом продвигать мир к ядерной катастрофе. Китай теряет свое ключевое преимущество в 1,5 миллиарда населения при любом ядерном сценарии. Это же понятно, козе понятно. Поэтому Китай, при всем том, что он держит Северную Корею в качестве своего злобного цепного пса, он не заинтересован, чтобы он потерял там монополию на влияние на Северную Корею. Чтобы там появился еще один игрок с ядерными ракетными технологиями, который может там Киму, этому Ыну помочь и ядерную подводную лодку спустить, и систему наведения баллистических ракет отладить, и много-много всего другого может сделать. Поэтому Китай не заинтересован сейчас, мне кажется, время для европейской, американской дипломатии, может быть, для европейской в первую очередь, поработать с Китаем, противодействовать всяким Орбанам. Сейчас возможность, мне кажется, нужно серьезно работать, может быть, Британия поможет с Индией. Она как-то очень странно ведет себя в этой ситуации. Но нельзя же все время только думать о своих шкурных национальных интересах. Если те проблемы, которые не решишь сейчас, потом никакие ресурсы не помогут обеспечить эти национальные интересы, если начнется серьезная потасовка в мире, серьезная глобальная война. Поработать с рядом других стран, которые еще не понимают опасности этой войны и вот этого глобального противостояния, глобального характера глобального противостояния, которое есть в этой войне, вот этой путинской агрессии между добром и злом, между демократиями и тираниями. Ну, вот та же Бразилия, по-моему, совершенно ничего не понимает, что происходит в Европе. То есть есть какие-то сейчас точки, где надо работать по-активному, поактивнее, чтобы нивелировать вот это председательство Орбана в ЕС. Ну, извините, так долго и нудно. Получается, что вот это сближение Северной Кореи с Россией в военном смысле, да, оно волей-неволей ставит Южную Корею перед фактом, что ей нужно тогда, наверное, сближаться с Украиной. Южная Корея, не только Южная Корея, а Японию. Забывайте третью экономику мира. Но Япония, она и так с нами постоянно работала и передавала нам. Может, Япония может сделать намного больше, это третья экономика мира. Может, согласна. Но Южная Корея тоже вот объявила о том, что если будет продолжаться вот эта эскалация, то они начнут передавать напрямую уже оружие Украине. Ну, вы не военный эксперт, наверное, глупо спрашивать у вас, какое оружие это может быть. У Южной Кореи? Да. У нее шикарная электроника для всего. У нее много чего, у нее прекрасное, так сказать, там оборудование для обороны. Там много чего она может передать. У нее прекрасный транспорт. Не по-моему, танки даже есть свои. Да все есть. Южная Корея это серьезно экономика, 10-я экономика мира, я просто напоминаю, кто, может быть, не знает этого. Она по ВВП превосходит Россию. А по качеству экономики, по технологичности, по наукоемкости, она давно впереди. Поэтому серьезная страна, с которой надо выстраивать в Украине долгосрочные отношения. Серьезная страна. Новый генсек НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Как это скажется на Украине, на украино-российской войне? Я надеюсь, что Марк Рютте, как человек решительный и волевой, по крайней мере, о нем так говорят, ну и формально и неформально, те люди, которые его знают в Европе, он может внести свой личный вклад в более правильные, более последовательные действия НАТО в отношении Путина. Это у меня такая есть надежда, чего я, в общем-то, ему желаю, Марку Рютте, поскольку роль личности в истории никто не отменял. И мне кажется, что НАТО должно все-таки понимать, что он сегодня выполняет главную политическую задачу цивилизации – защиту демократии от обнаглевших и решивших взять реванш тираний в мире. А мы видим, что выкована ось зла. Это Россия, это Северная Корея, это Иран. Это реакционные арабские режимы, это террористические структуры прокси, которые созданы этими странами, это Хамасы, всякие Хазбаллы, Талибаны и так далее и тому подобное. Поэтому мы же видим, что тирании объединились, тирании ведут наступление. Посмотрите, что творится в Африке. Смотрите, сколько попыток государственных переворотов, реакционных государственных переворотов в мире произошло последние 2 года. Вот так что мне кажется, что вот от НАТО сейчас очень многое зависит, не только в военном отношении, но и в формировании стратегии, тактики
о том, что делать в ближайшее время вообще с тираниями как таковыми, чем ответить. И что можно сделать с вот этим наступлением тираний, которое сейчас, на мой взгляд, происходит достаточно широким фронтом. Это я уж начинаю говорить для вашего искусственного интеллекта, чтобы там на английский язык правильно перевели. Да, напоминаю, что у нас появилась английская дорожка, поэтому можно через несколько часов после трансляции приходить и слушать уже на английском наше видео. Если вы хотите, наоборот, слушать его на русском, даже из США, то тогда вам нужно просто переключить дорожку. Когда США разрешит бить атакамсами по аэродромам с авиацией, которая запускает кабы, эти вот планирующие авиабомбы, по территории Украины, убивая людей на приграничных и прифронтовых территориях? Ну, я могу ошибаться, я могу что-то не знать, но, по-моему, американцы много раз говорили, что выбор целей определяет сама Украина в связи с боевой обстановкой на Не, фронте. они про атакамсы такого не говорили. Они хаймарсами пока только разрешили, а именно ракеты атакамсы с хаймарса еще нет. Я слышал разные комментарии на эту тему. Хорошо, ладно, я не буду спорить. Но в любом случае, совершенно очевидно, что такие разговоры, переговоры ведутся. И я слышал от Матвея Гонопольского, который ссылается там на какой-то телеграм-канал в Соединенных Штатах Америки, что якобы такие переговоры, консультации состоялись между американцами и россиянами по просьбе россиян. Те просили, значит, ограничить зону ударов 70, по-моему, километрами или там что-то наподобие. Американцы не согласились сказать, что 200 миль. Вот это как раз зона действия атакамсов, которые передаются Украине. Значит, там были выбраны, обсуждались территории, по которым можно якобы, ну это опять ссылаюсь, я на Гонопольского ссылаюсь, вы позвоните ему, переспросите его, он вам подтвердит, что он это говорит в эфире. Якобы, значит, исключили пока из этих ударов Брянскую область, но Белгородскую и какую-то Орловскую оставили. И сказали, что Украина может использовать оружие на всю глубину его действий по тем, значит, объектам инфраструктуры, откуда взлетают ракеты и самолеты. Это якобы такой был ответ американцев. И более того, они сказали, что и F-16, который будет поставляться в ближайшее время, но мы опять не можем понять, когда, в Украину они будут использовать находящееся у них на борту оружие ведения боя на всю глубину, на всю, так сказать, на весь радиус его действия. Это мне по ТикТоку и заодно другим там, десяткам тысяч слушателей и зрителей сказал Матвей Гонопольский. Я ему написал сообщение, говорю, откуда информация. Он сказал, что да, такая информация есть, мы берем ее из телеграм-канала, который работает в США. Может быть, он не совсем официальный, но мы ему типа доверяем. Вот такой ответ мне прислал Матвей Юрьевич в нашей переписке. Так что если действительно этот канал серьезный, ему можно доверять, то такие переговоры, консультации велись. Но я рекомендую, конечно, вам напрямую обратиться к Гонопольскому и с ним на эту тему переговорить. И я не знаю, последний уже, наверное, вопрос. Что за месяц с вами почти не общались? Что за последний месяц происходило с вашей российской оппозицией? Может быть, какие-то были новые форумы, какие-то новые решения принимались? Расскажите, пожалуйста. Да я уж не знаю, есть ли смысл рассказывать. Ну, то, что можете, конечно, там. Потому что, да нет, не в этом смысле, у нас больших секретов нет, но просто что сейчас вот решается вопрос о том, что все-таки будет какой-либо диалог с украинскими политиками или не будет. Вопрос стоит просто ребром. И пока мы не знаем точного ответа на этот вопрос. Я думаю, в самое ближайшее время будет окончательно определена эта позиция. Я почему так говорю? Потому что вот я же там пишу твит, какие-то статьи, статейки, где-то выступаю. Ну вот я же написал в Твиттере, да, я написал в Твиттере, что вот выступал прекрасно Касьянов, его там слушали со всем вниманием, ну, 50 или 60 депутатов, плюс руководители комитетов парламентской ассамблеи. И после этого, как бывает, лучшее было выступление его, очень много вопросов к нему. И потом, после завершения работы, к нему подошли практически все, там, кто хотел, делегаты, начиная там от наблюдателей от чеченских делегаций, кончая всеми там депутатами всех стран. И подошли к нему все, кроме украинской делегации. И вот мне там пишут, вы такие, сякие, немастные, сухие. Я говорю, ну хорошо, мы такие, сякие, немастные, сухие. Я же, вот он, что благодарность нужна, что-то еще. Я говорю, да нет, Касьяну-то точно благодарность не нужна. И не ради этого он выступал. Но это премьер-министр страны, самое успешное правительство, знающий, как никто,
состояние России изнутри, понимающие, что нужно делать. И Касьянов выступил с очень аргументированными, яркими тезисами, почему необходима более масштабная поддержка Украине. И говорю, и я написал там сейчас разъяснение, говорю, если ваши политики понимали, какой огромный лоббистский потенциал есть у ряда российских политических деятелей, не важно, что они там сейчас бывшие, важно, что их слушают. Как слушали Касьянова, не слушали никого, потому что это премьер-министр, хоть и бывший, тем не менее премьер-министр. И аргументацию таких важных фигур в российской оппозиции, как, допустим, там Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова, там, Юлий Навальный, наших экономистов, которые там дают объективную картинку, они чрезвычайно важны для принятия решений с западными политическими элитами. И если бы этот потенциал использовали, я почему думал, что я думал, что подойдут сейчас и скажут, Михаил Михайлович, слушайте, вы так хорошо выступили, спасибо вам большое, а не могли бы вы помочь нам озвучить эту точку зрения там, где нас еще пока не понимают или не понимают опасности и важности, опасности войны и важности вот этой вот ситуации, важности помощи, важности того, чтобы с Путиным нужно разговаривать языком силы. А не могли бы выступить, предположим, на Совете Министров там, в Европе, не могли бы выступить, допустим, на ОБСЕ, не могли бы выступить, допустим, на заседании НАТО, изложить вот эту точку зрения, эту аргументацию, чтобы люди из первых уст узнавали не от нас, украинцев, а узнавали бы от вас, от россиян, что там внутри, как нужно разговаривать с Кремлем и что нужно сделать для победы военной. Вот это я не вижу. И поэтому, когда вот меня спрашивают, что происходит в российской оппозиции сейчас ничего плохого не происходит. Но и, к сожалению, у нас нет прогресса в взаимоотношениях между российской оппозицией и украинской политической системой. Это, на мой взгляд, серьезное упущение, это утраченные возможности, это продолжение превращения войны в войну долгую, войну на истощение и многое-многое другое. И вот сейчас я точно знаю там по некоторым, но я не могу говорить там многие вещи, но вот сейчас вопрос стоит ребром, да или нет. И если будет нет, мы, конечно, все равно не прекратим говорить о необходимости победы Украины и ее поддержки, но все будет гораздо сложнее, на мой взгляд. Я озвучу в вашем эфире, потому что все-таки у вас эфиры умные, и они рассчитаны не на людей на лавочке, которые там сидят, или даже которые вышли там из-под ракетного обстрела и прочее, находятся в плену эмоций, тут никаких не может быть, так сказать, претензий к ним, конечно. Я все-таки надеюсь, что ваши эфиры слушают те, кто способен понимать и принимать правильные решения. Поэтому я здесь об этом и говорю. Вот, в российской оппозиции, в российской оппозиции все более-менее нормально. Идет с точки зрения, там, сформирована платформа для постоянной работы в ПАСЕ, назначен, избран демократическим путем докладчик в Совете Европы, который будет озвучивать все необходимые темы, в том числе и защиты российских политических мигрантов от дискриминационных действий европейских и не только европейских властей. Вот, не знаю, мы предлагаем ПАСЕ, чтобы они стали посредниками для организации такого, пусть неформального, абсолютно там какого-то диалога, но он нужен. Не знаю, получится у ПАСЕ или не получится, пока вот до этого момента не получалось. Поэтому не знаю, мы готовы к любому варианту. Мы прекрасно понимаем, что если переговоры с Путиным будут, неважно, там, через посредника, не через посредников, Путин себя легитимизирует на какое-то количество лет еще впереди. Доживем мы до светлых времен, я имею в виду наше старшее поколение, не доживем, это другой вопрос. Понятно, все равно там следующее поколение обязательно переживет Путина, обязательно будет реформировать страну, обязательно будет возвращать ее в цивилизованное русло. Но хотелось бы, конечно, и самим нам поучаствовать в этом, помочь избежать многих ошибок и все-таки быть полезным своей стране, своему народу. Потому что совершенно очевидно, что свергнуть захваченную власть в том состоянии, в каком она сейчас есть, россиянам в ближайшее время самим не удастся. Вот тут надо быть реалистами. Как не удалось свергнуть Кима, как не удалось свергнуть режим Мадуро, как не удалось свергнуть ряд диктаторских режимов, которые там по 30-40 лет сидели в Африке, ну и так далее и тому подобное. То есть есть определенные условия, при которых вот этот диктаторский, тиранический режим, он консервируется и становится неуязвимым для внутренних атак. А вот тут, если мы там проанализируем историю, то получается, что многие диктаторские режимы были как раз свергнуты в ходе войны или действий, связанных с войной.
Вот у нас поэтому получается, что победа Украины – это возможности для не просто смены власти, а возвращения в России нормальных цивилизованных норм политической власти, там, демократии, свободы. Я не знаю, наверное, Путин сказал. Не, я понимаю, я на самом деле... Відбій повітряної тривоги. Извините. Увага! Відбій повітряної тривоги. Почему я считаю, что ну, вот мы здесь как минимум в этом партнеры, у нас одинаковые интересы, потому что, не помню, я, по-моему, с Марфой Смирновой мы вместе ездили писать пленных куда-то в сторону фронта российских. Кем? С Марфой Смирновой, которая вот на «Инсайдере» и сейчас, по-моему, на «Живом гвозде» еще ведет утренние эфиры. И мы с ней разговаривали, я говорю, так ну что, вы хотите просто вернуть свою страну? Ты поэтому этим занимаешься? И она говорит, ну да. То есть вы хотите вернуть себе страну, ну, потому что это диктатор вынудил вас потерять свою страну. Вот. Но это объективно, и мы хотим вернуть страну, а Украина не может обеспечить свою безопасность, если Путин будет в Кремле. Ну, это однозначно. Вот что вы там не будете делать, какие там вам никто гарантии не пообещает, какие очередные меморандумы Будапештские не подпишут, ничего не поможет, если Путин останется в Кремле, вооруженный 6 тысячами ядерных боеголовок. Ну, ничего не поможет. Да. Вот тут наши интересы, они совпадают даже не на 100%, а на 200%. Да, это точно. Но это они факт. совпадают объективно, а субъективно они вот 2,5 года нет ничего субъективно. Да. А вы знаете, что у любого процесса есть как объективная, так и должна быть субъективная сторона, чтобы он шел. А если субъективной стороны нет, о чем мы говорим? Вот ту же армию. Я все время говорю, вот вы говорите армию там. Вот я приведу простой пример. Вот вы хотите там воздействовать на армию. Довести до нее информацию, что она воюет за воров, коррупционеров, жуликов и так далее. А как, ребята? А вы без украинцев можете это сделать? Нет. А почему? Какие там, чертовой матери, YouTube-каналы, какие там, чертовой матери, тиктоки и передачи? Если у них там телефон включенный в армии, 5 телефонов одновременно включенных в армии, в окопах, вызывает прилет Хаймерса. Туда, кроме дронов агитационных, с листовками, этими картинками, карикатурами и прочим, ничего невозможно послать. Никакого электронный сигнал туда не доходит, тот, который нужен. А вы хотите воздействовать на моральное состояние армии. Вот, пожалуйста, это самое маленькое, самый простой пример, который я там говорю. Или там те же резолюции в ПАСЕ. Но нахрена туда толкать термин деколонизации, если он только вызывает убасторку путинской пропаганды? Вот нахрена каждый раз одно и то же идет идиотское слово от этой деколонизации? Кому в Украине пришло в голову мысль, что деколонизация – это путь к победе? Ну хотя бы вы спросите, ребята, а вот это как-то вообще работает в России? И мы скажем, да, работает, на путинскую пропаганду. Они в восторге. Они просто заходятся в восторге, когда мы им дарим вот такие всякие эти резолюции, решения против. Они просто, так сказать, аплодируют стоя. И не только в этом смысле. Есть еще многие вещи, когда они аплодируют стоя. Но вы хотя бы спросите, работает этот тезис или нет. Нужно там носиться как дурень с писаной торбой с этим замечательным с форумом свободных народов России или не нужно? Ну, вот, когда вот, понимаете, это нужно много-много-много часов сидеть, разговаривать, обсуждать, приходить к каким-то общим мнениям и так далее и тому подобное. Но это же нет. Мы могу привести десятки примеров, когда даже мы не смогли выверить общую позицию по непризнанию Путина легитимным руководителем страны. Все в разноты. У нас своя песочница, у украинцев своя песочница, а Запад говорит, да ну вас нахрен, пока вы там не договоритесь, мы там, одни приходят, одно просят, другие приходят, другое просят. Знаете что, ребята, нам проще, так сказать, занять нейтральную позицию и ничего не делать. Ну, вот так мы и получаем такое. Я же это хорошо вижу, я же вот не просто вот это вот рассказываю, фантазирую. У меня какие-то там идут встречи, понятно, что я многолетний, так сказать, депутат Государственной Думы, зампред Думского комитета по безопасности, да, не последний человек, соображающий в этом вопросе, вот, и всю жизнь занимался этой темой. Но, значит, они говорят со мной гораздо более откровенно, чем со многими другими. Ну и поэтому я много чего знаю. Из того, что, в общем-то, может быть, и не надо было рассказывать, но впечатление такое, что мы 2,5 года ходим параллельными путями, имея абсолютно общую цель. И еще эти параллельные пути, да не параллельные, ну да, параллельные, они не пересекаются. Ну да, говорю уже. К сожалению. Меня, наверное, запретят, после этого меня запретят показывать в Украине. Нет, ничего подобного, вы что? У нас такого, к счастью, нет. Российская пропаганда в этом смысле врет.
Ну, в любом случае интересно, и надеюсь, что тем, кому нужно это услышать, они услышат и примут все-таки адекватное решение. Спасибо вам большое. Напоминаю, что это был Геннадий Владимирович Гудков, экс-депутат Государственной Думы, ставший оппозиционером до того, как это стало мейнстримом. Подписывайтесь на его соцсети, там прекрасный Твиттер и Фейсбук, если я не ошибаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Увидимся завтра. Спасибо вам большое. До свидания. Взаимно, спасибо, удачи.